вас приветствую. Сегодня у нас расклад на 7 чакр. Вариант будет номер 1 и номера 2 сегодня не предвидится. Поэтому либо ваше, либо не ваше. Смотрите сами. По новостям все еще актуален набор у меня на чистке в полнолуние, на погосте и на Бельтейн тоже беру одного человека. Кому интересно, кому надо, обращайтесь. Тут кто-то из вас в воспоминания ушел. Сливаете энергию. И Таро веретника у нас, как всегда. Слушайте, а давайте-ка не как всегда. Не совсем как всегда, да? Ладно, давайте пока вот с этой колодой я разберусь. Так. Вот так. 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 И вот так. И возьму еще оракул теней все-таки я. Что-то мне захотелось как-то и с ним. Так, надеюсь, там все вам видно. Хотела сказать, если что, вы мне кивните. Возможно, даже кто-то из вас это сейчас и сделал. Так. Ой. Да, все видно, все отлично, девочки, мальчики. Ну, привороты вам лепят, ну, елки-палки. Вроде бы в стабильность ушли, все нормально, и как... Хотят, чтобы вы еще любовь проявили. Если не это, и не могут пробить, чтобы вы в стагнации были. Итак, поехали. Первая чакра. По первой чакре, по защитам. Предупреждение есть. Информацию вы получили. Истины вам открылись. Но защиты пробиты. Вам нужно было сразу подумать, потом действовать. Чуть защиты подпробиты. Они работают. Но лучше обновить. Вторая чакра. Ой, ну хорошо, все.
Смотрите, у вас хорошо. Связь с родом вам помогла. Ваши практики вам помогли. Но кто-то от вас хочет любви из-за своей жадности. Сейчас я посмотрю, что там. Здесь по первой чакре вы откровения уже получили. Вы знаете, кто чем пробил вам защиту. По второй чакре жадность. Что там жадность? Ой, у кого-то белочка на то, что вы на кладбище работаете. Если вы этого не делаете, значит, это вам через кладбище лепится. Хотят с помощью этого наладить с вами контакт. Возможно, это кто-то из вашего рода. Тоже не исключено. Или же из близкого окружения. По второй чакре будьте внимательны насчет подарков. Подарки могут быть волшебными. Так, состояние вашего финансового канала, третья чакра. Влияние на финансовый канал через лицемерие. Ребят, на полнолуние могли работать. Вы здесь в стабильности, третья карта уже выпадает. При подготовке, да, вы же видели, я смотрела, чем закрыта колода. Пентакливость, стабильность. А вам тут делают. Будьте бдительны. Причем человек кому-то обращался, чтобы вас закрыть. Угу, да, платил. Четвертая чакра. Влияют. Вот это, ребята, у вас как-то это... Как-то то, да? Ну, немножечко вот так вот. Смотрите, здесь на сердечную чакру влияние есть. С помощью колдовства ваших вещей, с помощью ваших фотографий, возможно, даже вольт делали на вас. Но знаете, что я вам хочу сказать? Вот вы чуть подслились через конфликт с кем-то в защите. И вот, понимаете как? Вокруг вас эти дела делаются, а вы как-то идете своим ходом. То есть, возможно, короче, не пробивают вас на 100%. Вот что. Это уже колоссальный плюс. Здесь еще вы могли отправлять недоброжелателям, да, их деяния. И тем самым, как бы, я же говорю, они делают, а вы идете своим ходом. Тем самым вы еще помогли себе, и вот вас не пробило до полного истощения. И не пробивает. Пятая чакра. Хорошо все. Здесь все отлично. Кто-то из вас в чем-то покаялся и при этом просил у предков духов вашего рода. Возможно, на могиле ваших родственников. Просили о многом и извинялись за многое. Целенаправленно движетесь к тому, чего вы хотите. С огнем могли работать. У вас множество возможностей будет открываться, но это со временем. Ну да, здесь вы как будто говорили, что... Или вы это прям ритуал ваш показывают, скорее всего.
Ну, здесь ваши недоброжелатели через подселенцев действуют и очень много трепятся о вас. Очень много распускают слухов. Вас тут тоже опять-таки на выбор ставят, понимаете? Хотят, чтобы вы подслили энергию. 6-я чакра. Я же сказала, на выбор ставят. Вот карта выбора. По 6-й чакре идет. Нападение на 6-ю чакру, ребят. Нападения идут, но дело в том, что у вас есть защита от рода. И вы знаете, вы как будто вовремя останавливаетесь, чтобы не наделать ошибок. Чуть-чуть протупили, с кем-то пошли в конфликт, подслили, подстянули с вас защиты. Здесь прям хотят пробить ваши защиты. А выбор, что хотят они, чтобы вы там на выборе стояли? Ну, скорее всего, чтобы вы либо действовали, либо не действовали, да? Ага. Так, отодвигаем ваших недоброжелателей. Здесь вам ваш род дает выбор. Либо сейчас вкладывай свое время в ясновидение, работай над этим, либо же сразу практика, ну то есть вот на что-то одно направь энергию, на 2 потока не хватит. Вот, защиты подслетели, энергии недостаточно. Так, 7-я у нас чакра. Ну, тут 7-я чакра пока что отлично. Сейчас уточним. Позитивное послание вы... Да, здесь отлично. Здесь вы повышаете свои вибрации, ребят. Что такое? Куда повылетало все? Что хотят сказать нам? Вам помогли высшие силы снять мороки с вас. То есть на вас лепили, а вы, возможно, даже и не почувствовали этого. То есть вы уже предупреждены свыше об этом всем заранее. И как я и сказала, ребят, подпробить пробили, действие, воздействие на вас есть. Но я вижу, что вы работаете и над собой, и по ритуалике. И, понимаете, ну вот сейчас такой период, когда вы проходите светлым лучом, а по бокам от вас темные энергии. Ну, это тоже нужно пройти. Конечно, вашим недоброжелателям не нравится, что вы дальше, выше, быстрее становитесь. И чем выше вы становитесь, вот это, да, высшие силы, чем вас награждают? Тем, что идет полная расплата и выписываются приговоры свыше всем тем людям, которые надменно себя вели по отношению к вам. Так что вот такой вот у нас расклад сегодня интересного характера. Очень даже все быстро и понятно. Здесь вы движетесь в правильном направлении. Защиты подобновить. И знаете что? Если уж они вот так вот в упор не отстреливаются, а ну-ка секунду, им есть какие-то предупреждения? Да, они сидят в разочарованиях. Они уже не могут вас тащить в треугольники, кого-то хотят затащить, кого-то просто использовать. Они уже под мороками, они, короче, понимаете, мечтают, сидят. А мечты эти, ну, никак не связаны с реальностью. Они уже простраивают новый путь, новую аферу, как вам заподлить. Вот так вот. Пусть простраивают. Знаете, что здесь? Вот посмотрите этот ритуал, понимаете, уже все, уже наперед я говорю. Посмотрите вы этот расклад, допустим,
вы сегодня сделали, да, ритуалику, посмотрели этот расклад, ребятки, не стесняйтесь, повторите. А лучше 2 раза. У кого, смотря что вы делаете, есть возможность вот 3 дня подряд. Даже если вы не планировали. Повторите. Дайте людям понять, что, ну, пока они думают и простраивают планы, им уже летит еще сюрприз. Только за то, что они начинают думать так. Здесь нужно немножечко поддать угля. Вам это не повредит. Однозначно. А там, ну, не знаю, это громкие слова, чтобы люди такие над чем-то задумались, конечно. Но, тем не менее, вы себе выиграете время. Вот, что я вам скажу. Так что, вот такой вот у нас скоренький раскладик произошел на 7 чакр. Оставляйте ваши комментарии. Лайки, дизлайки тоже, кому интересно. Ну, а я вам, как обычно, желаю добра этого мира, ребят. Пока-пока. И снова здравствуйте, да, вот такой вот нежданчик. Слушайте, чего-то меня дергануло. Коль уж такой у нас лаконичный вариант вышел. Для тех, кто остался в ролике, я приветствую вас в закулисье. Итак, 7 карт. Начало то же самое, что и у первого варианта. Этот вариант будет далеко не для всех. Очень вас обсуждают, это раз. Новые проекты в бизнесе вам, короче, в колеса палки встромляют, чтобы вы, короче, сдергивают финканал у вас. Но у вас пойдут новые проекты. Так. Разочарование по 2 чакре. Возможно, не можете найти партнера, достойного вас.
По первой чакре. На первой чакре у вас стоит определенная программа на защите. Давайте скажу так, определенная сущность. Четвертая чакра. Повышаете вибрации с помощью работ на погосте. У вас свой отдельный поток идет. Кто-то вам пытается, вот знаете, прям закрыть рот, хочется сказать, чтобы вы не вещали, не говорили истины. И здесь как будто вы застряли перед каким-то трудным решением. Вам нельзя бездействовать. Вот наметили, сделали планы и действуйте. Останавливаться нельзя. По седьмой чакре отлично, по шестой отлично. И здесь люди практики, выходящие на новую. Вы управляете своим астралом, это раз. У вас новые покорения новых измерений, давайте я вам так скажу. И высшие силы дают вам энергию на то, чтобы вы занимались той практикой, которую вы ведете. Вторая чакра, поехали. Кто-то вам делает переклад из-за жадности, не хочет, чтобы вы были счастливы в отношениях. Да, лупят привороты, причем обращаются. Надменности много у людей, поэтому там, знаете, как могли быть стопы в денежном плане. По поводу ваших защит, кто на вас нападает, я им сочувствую. Здесь защиты, которые я не буду озвучивать, вы сами поняли по картам, как они работают. Я еще раз повторюсь, этот вариант не для всех. Буквально это там максимум 2 человека. Даже 3 людей не будет, кому этот вариант реально подойдет. Ну, на момент записи, возможно, позже кто-то из вас и достигнет этого. Из тех, кто на этот ролик притянется. Кто-то встрял в ваши работы, когда вы работали на кладбище. Но вы исцелились, кстати. Встрять они встряли, но вы поправили ситуацию. Защиты такого плана от рода, когда проклятиями, короче говоря, что бы в вашу сторону ни шло, проклятием на того, кто направляет на вас, это ложится. Все проклятия обнуляются. Ох, защиты аховские. Все атаки извне на вас отражаются высшими силами.
Еще раз повторюсь, я не завидую тому, кто к вам лезет. Там такой интересный, пусть будет страж, стоит. Но влезли. Влезли в вашу работу. Человек, который вас заказывал, соврал практику, к которому обращался по поводу вас. Грош цена тому практику, который взялся помогать вашему недоброжелателю. Его просто на убой к вам тоже ведут. Под вашей защитой он как в мясорубку попадает. И тот, кто заказывал, и тот, кто делал. Пытаются на вас накинуть, ну, свою волю, но дело в том, что вы-то берете все равно над этим верх, и это еще выстреливает вам в положительную сторону, ребята. Вы здесь меняете свое отношение к противоположному полу. Здесь человек начинает решать внутренний конфликт, нужно ли мне с кем-то идти по жизни, либо же мне неплохо здесь и сейчас. Вибрации 4-й чакры у вас повышаются, причем стремительно так. Ну, смотрите, влияния идут, но у вас защиты обалденнейшие. Здесь люди практики таких уже серьезных оборотов. Предки рода вас ведут. Высшие силы вас очищают. Теперь у меня вопрос следующего плана. Почему получилось у этих вклиниться в вашу работу? Что вы должны были через это понять? Вы должны были понять, что рано или поздно, чем бы вы ни занимались в практике, вам нужна ваша вторая половина и спутник по жизни. Причем ваших вибраций, вашей направленности и как дополнение вам. Здесь вы должны себя еще и прокачать и настроить на то, что здесь будет связь с человеком не ниже ваших вибраций, это однозначно. И да, придется и над собой поработать, но союз ваш этот будет очень сильным. Возможно, вы долго не могли кого-то встретить, не просто так. Тот человек тоже обучался много чему. И я вам хочу сказать, что когда вы встретитесь, очень многие темные силы не хотят, чтобы вы встретились. Но это все сейчас уже как бы ушло, и тут вопрос у вас идет внутренний настрой. Вибрации по сердечной чакре поднимаются, но здесь люди, которые уже сидят на свободе, как на игле и на наркотиках. Вам нужна общность. В определенных ваших работах вам нужна общность с человеком, который вот
как бы так сказать, да, чтобы поняли те, кому надо, и не поняли те, которым не надо это понять. Давайте так, вы вместе с этим партнером очень много чего совершите для людей, для мира, для Вселенной. Вы его тыл, а он ваш. Вы его отражение, он ваше. Вы его дополнение и продолжение, а он ваше. Здесь ситуация разрулилась, ребят. Но для больших оборотов вам нужен партнер. Вот для чего вам это было дано. Ох, ну, те, кто попал вот на этот расклад, вы, в принципе, все поняли. Ох, прелестный расклад, прелестный. Оттачивание навыков. Вы как будете вместе идти по одному пути. И вы вместе, ох, надаете многим деструктивщикам и пенделей, и всего, чего только пожелаете. Там, конечно, да, будет, ну, после ваших работ определенных, у людей, которые погрязли в негативных вибрациях, будут пылать станицы. В прямом смысле слова. Колоссальная власть будет дана вашему союзу. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Здесь люди, которые совершали деструктив, вы будете помогать обездоленным душам. Давайте я так скажу коротко. И те, кто их к этой обездоленности привел, вы прям будете заставлять раскаиваться. Даже нет, не вы будете заставлять. Вы будете просто такие вещи делать, которые будут деструктивщиков приводить к полнейшему раскаянию. Причем моментальному. То есть с помощью вашей общей силы будет запускаться энергия такого характера, которая будет человека быстро сквозь пространство подводить к обрыву, вне зависимости от того, какая у него была линия судьбы и если ему даже ничего не грозило. И вы будете этих людей толкать. Они будут падать дольше, чем те, которые хотят проснуться, да, и стать осознанными. Но в этом полете и те души будут очищаться своеобразным образом.
и приходить к свету по итогу. Вот так вот. Там сами предки будут вас вести. Мне показывают просто разноплановость тех энергий, которым вы будете помогать. Ребятки, осталось еще чуть-чуть. Вас действительно готовят к очень серьезному пути, и вас, и тот человек, который должен прийти к вам. Непростые люди, и простыми вы, в принципе, от рождения не были. Ни он, ни ваш партнер. И путь, конечно, у вас действительно серьезный. То есть пройдет несколько лет, и вы прямо осознаете, что все, что с вами было до этого, по сути дела, это вообще ничего страшного не происходило, да. То есть там уже будут более глобальные вопросы на уровне бытия и Вселенной подняты вами. Вот такой вот замечательный расклад. И я еще подумаю, возможно, я его вырежу из записи. Ну, теперь точно всем пока-пока.